Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо за ваши отзывы, пожелания, комментарии. Я сегодня к вам вот с такими ниточками. Мы с ними уже работали. На канале есть узорчики с такими ниточками и с новым узорчиком. Новички, кто еще не знает, что это за пряжа, смотрите, называется она Визель Rainbow Angora, цвет 31, вот такое вот интересное секционное окрашивание. В моточке 100 грамм, в 100 граммах 550 метров. По составу, что это за пряжа? Здесь получается 15% мохер, 10% альпака, 15% мериносовая шерсть и 60% это акрил. И крючок нам здесь советуют производители, смотрите, брать от 5 до 6. Крючок, спицы. Спицами, конечно, очень хорошо секционную пряжу вязать, потому что вы только связали, да, лицевой гладью, и уже в зависимости от перехода цвета получился узорчик. Нам, конечно, хочется тоже попробовать крючком, но крючок я возьму не такой большой. Я крючок возьму вот 3 миллиметра. Этого, в принципе, достаточно. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 10 петелек. Схемку к узорчику я прикладываю. Схемка, в принципе, читабельная. Кто умеет работать со схемками, работайте со схемкой. Кто не умеет, наблюдайте за руками. То есть ничего сложного. Итак, раппорт узорчика 10 петелек. Я наберу 3 раппорта, это 30 воздушных петелек, и одну петельку дополнительно, чтобы узорчик красиво, ровно закончился. Итого 31 воздушная петелька. А вы, в свою очередь, набирайте можете меньше, больше, как вам угодно. Итак, для начала все как всегда. Делаем петельку фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. Теперь делаем 31 воздушную петельку. Набираю я. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31. Вот мой будущий образец. Началось у нас вязание, получается, серенькой ниточки. Будем смотреть, как будет меняться цвет. Далее. Новички, рекомендую сделать вам вспомогательный ряд, состоящий из столбиков с накидом, чтобы вы не запутались в воздушных петельках. Итак, 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. 2, 2. Столбик с накидом. Накид. В следующую петельку по порядку нырнули, вытянули ниточку и провязали точно так же столбик с накидом. И далее в каждую петельку цепочки вот так вот вы ныряете и провязываете столбики с накидом. По итогу у вас должно быть количество столбиков ровно столько, сколько вы набирали петелек изначально. То есть если у меня 31 воздушная петелька, значит должен получиться 31 столбик с накидом. Несложно, да? Самое главное, считайте, чтобы было ни больше, ни меньше. Все, и вот так вот до конца ряда. Не забывайте, что первые 3 петельки подъема это тоже имитация столбика с накидом. Столбик с накидом считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 столбиков я уже провязала. Давайте самостоятельно до конца ряда и в конце ряда встречаемся. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот наши столбики готовы. Все ровненько, аккуратненько. Теперь приступаем непосредственно к узорчику. Для начала 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Накид. 1 столбик пропустили. В следующий столбик провязываем столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки. Воздушная петелька. Накид. Вернулись сюда же, в этот же столбик, и провязали еще 1 столбик с накидом. И мы с вами сформировали вот такую вот рогаточку. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Пропускаем 2 столбика. 1, 2. И в третий нырнули и провязали столбик без накида. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Накид. Пропускаем опять 2 столбика. 1, 2. В третий столбик нырнули, провязали столбик с накидом.
воздушная петелька, и сюда же вернулись и опять провязали еще один столбик с накидом. Опять сформировали рогатку. Вот у нас получается такая картина. Как бы рогатка, ямка, назовем ее тогда рогатка. Далее воздушная петелька. Здесь будьте внимательны. Сейчас мы должны пропустить с вами 3 столбика. 1, 2, 3. И в 4 провязываем опять рогатку. Столбик с накидом 1, воздушная петелька. Возвращаемся сюда же, еще один столбик с накидом провязываем. Вот, это та самая рогатка, которую мы провязывали в самом начале ряда. То есть дальше повторение. Делаем сейчас ямку. Итак, 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Пропустили 2 столбика. 1, 2. В 3 нырнули, провязали столбик без накида. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Пропустили 2 столбика. 1, 2. И в 3 столбик нырнули, провязали рогатку. Столбик с накидом. Воздушная петелька. И сюда же вернулись, провязали еще один столбик с накидом. Несложно, видите? Дальше опять делаем вторую рогатку. Между ними воздушная петелька. Накид. Пропускаем 3 столбика. Будьте внимательны. 1, 2, 3. В 4 провязываем рогатку. Столбик с накидом 1. Воздушная петелька. И сюда же столбик с накидом 2. Вот. После 2 рогаток у нас идет вот такая вот ямка. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Пропускаем 2 столбика, в 3 столбик без накида. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Пропускаем 2 столбика. 1, 2. В 3 провязываем рогатку. Столбик с накидом 1. Воздушная петелька. И сюда же столбик с накидом 2. Все. И заканчиваем наш ряд. Накид. 1 столбик пропускаем. И вот там, где у нас 3 петельки подъема, в 3 петельку подъема нырнули и провязали столбик с накидом. И на этом мы с вами провязали вместе целый ряд. Не сложно? Не сложно. Идем дальше. Итак, для начала мы делаем 1 воздушную петельку, поворот, и сюда же верхушку этого же столбика мы нырнули и провязали столбик без накида. Далее 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Теперь смотрите, будем работать вот с этой вот рогаточкой с нашей. 2 накида, будьте внимательны, 2 накида. Нырнули в рогатку, вытянули ниточку и провязываем 2 петельки, стоп. До конца не провязываем, держим 2 петельки на крючке. 2 накида и опять сюда же, в эту же рогатку нырнули, вытянули ниточку и провязываем 2 петельки, стоп. Теперь 3 петельки держим на крючке. Еще раз 2 накида, опять нырнули в рогатку, вытянули ниточку и провязываем 2 петельки, стоп. Теперь у нас 4 петельки на крючке, и вот их теперь провязали вместе и зафиксировали. Мы сформировали вот такой вот листик, видите? Так он будет высокий за счет того, что здесь у нас столбики с 2 накидами с одной общей верхушкой. Вот такой листик. Идем дальше. 2 накида и перепрыгиваем нашу ямку до следующей рогатки. Вот в эту рогатку опять ныряем и провязываем точно такой же листик, как мы провязали вот этот. То есть делаем 2 накида, провязываем 2 петельки, стоп, держим на крючке. 2 накида, в рогатку нырнули, вытянули ниточку, провязываем 2 петельки, стоп, держим 3 петельки на крючке. 2 накида, опять сюда нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. И теперь все 4 петельки провязываем за один раз и обязательно зафиксируйте. Все, видите, у нас вот такие вот 2 листика, которые смотрят друг на дружку. Видите? Идем дальше. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. У нас между рогатками, помните, да, была такая арочка из 1 воздушной петельки. Вот в нее нырнули и провязали столбик без накида. Есть. Далее 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Формируем листик. Вот в эту рогатку формируем листик. 2 накида, нырнули, вытянули, 2 петельки, стоп. 2 накида, нырнули, вытянули, 2 петельки, стоп. Держим. 2 накида, 3 раз нырнули, вытянули ниточку, 2 петельки, стоп.
И теперь все петельки провязали вместе и обязательно зафиксировали. Понятно? Вот. Видите, вот такие у нас получаются листики. Еще один листик провязываем сразу же. 2 накида. Перепрыгнули нашу ямку. Вот следующая рогатка. И в эту рогатку провязываем листик. 2 петельки, стоп. 2 накида, нырнули, вытянули. 2 петельки, стоп. 2 накида, нырнули, вытянули. 2 петельки, стоп. Теперь 4 петельки все за один раз провязали, зафиксировали. Понятно? Все, несложно. И опять делаете 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Нырнули вот в эту арочку между двумя рогатками столбиком без накида. Все. И опять дальше 4 воздушные петельки. И повторяйте, делайте листик сюда, и в конце ряда я вас встречу. Договорились? Вы справитесь, я знаю, давайте. Ничего сложного. Так, смотрите, вот мы провязали наши листики. И как мы заканчиваем наш ряд? Мы делаем 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И присоединяемся. Помните, мы здесь делали с вами петельки подъема. Получается 3 петельки. Так вот, мы в третью петельку аккуратненько вот так вот ныряем. В третью петельку подъема. И провязываем столбик без накида. Все, ряд наш закончен. Далее будьте внимательны. Воздушная петелька, поворот. Нырнули сюда же, в этот же столбик, провязали столбик без накида. А далее, смотрите, вот следующая у нас вот такая вот арочка. В нее же, получается, нырнули и провязали столбик без накида. Далее, смотрите, делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Накид. Там, где у нас между лепесточками, видите, нашими листочками, вот такая вот арочка, ныряем в эту арочку и провязываем столбик с накидом. Есть. Воздушная петелька. Сюда же опять вернулись и провязали столбик с накидом 2. Воздушная петелька. Сюда же провязываем столбик с накидом 3. Воздушная петелька. И сюда же провязываем столбик с накидом 4. Ну, вот такой вот как бы маленький веерочек. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Вот в эту арочку ныряем и провязываем столбик без накида. Воздушная петелька. В следующую арочку нырнули, провязали столбик без накида. И далее повторение опять. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Накид. Вот между листиками в арочку нырнули. И здесь провязали 4 столбика с накидом. И между ними 1 воздушная петелька. Воздушная петелька. Столбик с накидом 2. Воздушная петелька. Столбик с накидом 3. Воздушная петелька и столбик с накидом 4. Вот. Еще один веерочек, видите? Опять делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. В первую арочку нырнули, столбик без накида. Воздушная петелька. Во вторую арочку нырнули, столбик без накида. 3 воздушные петельки. И вот здесь дальше вы сами закончите ряд, провяжете еще один веерочек из 4 столбиков с накидом. Хорошо? Между столбиками 1 воздушная петелька. Давайте, несложно у вас получится. Встречаемся в конце ряда. Так, смотрите, вот мы провязали до конца ряда и провязали в арочку столбик без накида. Теперь нам необходимо закончить ряд. Мы, получается, вот там, где у нас был столбик без накида предыдущего ряда, ныряем в этот столбик и тоже провязываем столбик без накида. Все. Ряд наш закончен. Далее, будьте внимательны, делаем 6 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Поворот. И теперь, смотрите, получается, там, где у нас вот этот вот веерочек, да, у него получается арочки вот такие вот. Первая арочка, вторая арочка и третья арочка. Так? Сейчас работаем с первой арочкой. 2 накида. Ныряем в первую арочку, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки, стоп. 2 накида. Сюда же нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. 2 накида. Сюда же нырнули, провязали 2 петельки, стоп.
4 петельки провязали вместе и зафиксировали. У нас сформировался листик. Идем дальше. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Вот получается средний, центральный, получается центральная арочка. Мы в нее ныряем и провязываем столбик без накида. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. 2 накида. Вот последняя арочка. Так. Ныряем в эту арочку и провязываем еще один точно такой же листик. 2 петельки, стоп, 2 накида. Сюда же вернулись, провязываем 2 петельки, стоп, 2 накида, вернулись сюда же, провязываем 2 петельки, стоп. И теперь 4 петельки провязываем вместе за раз и фиксируем. Видите? Теперь у нас листики посмотрят как бы в разные стороны, да? На самом деле они точно такие же листики, как мы провязывали с вами вот во втором ряду. Просто они смещены в шахматном порядке. После этого листика вы делаете еще один листик, перепрыгиваете нашу вот эту ямку. Вот опять веерочек, состоящий из 3 арочек. В первую арочку ныряете и провязываете наш листик. Поняли, да? То есть вы повторяете точь-в-точь второй ряд с листиками. Просто листики у вас смещены в шахматном порядке. Все. И ничего сложного. И все дальше повторяйте точно так же, как вы вязали. Провязали, зафиксировали. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Видите, цвет уже меняется. В центральную, получается, арочку столбик без накида. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И опять в последнюю арочку делаем листик, состоящий из 3 столбиков с 2 накидами с общей верхушкой. 2 и 3. Провязали, зафиксировали. Теперь следующий листик будет у вас. Вот, опять 3 арочки в первую арочку. Поняли, да? Все. И вот так вот провязываете до конца ряда. Не сложно? Я думаю, совсем не сложно. Давайте в конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот наши листики готовы. Как мы заканчиваем ряд? Мы же начинали 6 воздушных петелек, да? То есть здесь мы тоже должны закончить, чтобы было ровненько у нас. Поэтому после последнего листика мы делаем 3 накида. Будьте внимательны. 1, 2, 3. И опускаемся вниз. Вот наш столбик без накида. Мы опускаемся к этому столбику, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с 3 накидами. Провязываем точно так же по 2 петельки, 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Все. И мы выровняли высоту нашего ряда. Идем дальше. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Поворот, накид. Сюда же, получается, вот в эту верхушку мы провязываем столбик с накидом. Воздушная петелька. И вернулись сюда же, провязали еще один столбик с накидом. Есть. Далее делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И у нас получается вот наша арочка около листика. Нырнули в арочку, провязали столбик без накида. Воздушная петелька. Нырнули сразу же в следующую арочку, провязали столбик без накида. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И вот опять между листиками, помните, как мы здесь делали веерочек? Вот между листиками точно так же провязываем веерочек, столбик с накидом 1, воздушная петелька, сюда же столбик с накидом 2, воздушная петелька, сюда же столбик с накидом 3, воздушная петелька и столбик с накидом 4. То есть мы повторяем тот же самый ряд с нашими веерочками, видите, вот они, между листиками. То есть точно так же они смещены в шахматном порядке. Все, ничего сложного. Давайте самостоятельно до конца ряда и в конце ряда встречаемся. Договорились? Так, смотрите, вот мы провязали наши веерочки. И как мы заканчиваем ряд? Точно так же, как и начинали. Вот здесь у нас получается столбик с накидом, воздушная петелька, еще один столбик с накидом. И потом заканчиваем просто без воздушной петельки. Еще один столбик с накидом провязываем. Помните, мы здесь делали 6 петелек подъема, да? Вот в эту 6-ю петельку. Все, наш ряд закончен. Далее воздушная петелька, поворот. Сюда же в верхушку этого же столбика провязываем столбик без накида. Теперь 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. 2 накида. И вот наша арочка.
и мы в нее, получается, арочка от веерочка, да? Мы в нее провязываем листик. Опять наши 3 столбика с 2 накидами, с одной общей верхушкой. То есть вы это уже умеете вязать, вы это уже знаете. Вот, формируется еще один листик. Провязали, зафиксировали. И сразу же перепрыгиваем, помните, да, вот наш опять веерочек, 3 арочки. В первую арочку нырнули и провязываем точно такой же листик. 2 накида, 2 накида и 4 петельки. Провязали и обязательно зафиксировали. Помните, да? 4 воздушные петельки. В центральную арочку провязываем столбик без накида. Опять 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И опять шагаем точно так же. Арочка, арочка, в них лепесточки. Помните, да? Все, давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот мы провязали наши листики. Вы поняли, да, что мы провязывали вот эти самые первые листики. Получается, вот эти рогаточки первый ряд, листики второй ряд, третий ряд, веерочки. То есть вы сейчас будете провязывать веерочки. Дальше 4-й ряд листики, 5-й ряд веерочки. То есть получается, вы так и будете повторять 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. Поняли? То есть дальше идет только повторение. Давайте увеличим наш узорчик на несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится. Ну, получится очень красиво, да? Я понаблюдаю, как будет меняться цвет. Встречаемся через несколько рядочков. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Из листиков сформировались вот такие вот интересные цветочки, возможно, да, ромбики или и так далее. Узорчик двусторонний, выбираете любую сторону, такая у вас будет лицевой, это очень удобно для палантинов. Из летних ниточек я уже вижу туничку, да. Я этот узорчик увидела тоже в платьишке. Вот, решила попробовать, думала, получится не очень. Но сейчас вот, как бы, да, вот так в общей картине смотреть, в принципе, даже неплохо. Так, смотрите, как интересно поменялись ниточки. Серенький, да, потом такой серо-бордовый, такой вот темно-розовый и так далее. Ну и дальше будет меняться в зависимости от того, что будете вязать. Ну и в зависимости от ширины изделия, да, то есть по-разному может ложиться цвет. Вот такой вот интересный, непредсказуемый получается секционная такая пряжа. Вот, смотрите. Узорчик на самом деле очень простой, всего лишь 2 ряда, а потом они перешагивают в шахматном порядке друг к дружке, да. В принципе, ничего сложного вообще в данном узорчике нет. Из моей пряжи он вот так вот тянется и вот так вот тянется. Из вашей пряжи может тянуться больше, может меньше. Пробуйте из разных видов пряжи, из летней, из демисезонной, из зимней. Это могут быть отличные шарфики такие, да, вот интересными такими вот сеточкой такой. Давайте замерим красоту мою сегодняшнюю. 31 воздушная петелька у меня. Если моя рука, моя пряжа, моя плотность, да, вязания, мой крючок, у меня получается 15 сантиметров. Так, и тут получается у нас как бы 2 вспомогательных ряда, 2. Потом получается каждый листик, да, тоже по 2 ряда посчитаем. 2, 4, 6, 8, 10 и 12. Берем за самую верхнюю точку. Смотрите, 12 сантиметров, видите? То есть получается каждый ряд 1 сантиметр. Ну, как бы в общем, да, в среднем получается. Вот такая красота. Как вам? Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто этого еще не сделал, потому что впереди много новинок. Не пропустите, нажимайте на колокольчик, и вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях, сохраняйте себе в плейлисты. Всем ровных петелек и встретимся в новых видео. Пока-пока.